Дорогие сограждане, поздравляю! Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансировании и направлениях деятельности Пентагона в 2018 году. И этот важный документ во многом посвящен сдерживанию нас, то есть России. Казалось бы, чему тут радоваться? Нас считают врагом, нас будут пытаться максимально сильно обидеть, ущемить везде, где только можно, и вообще всему миру объявлено, что мы, то есть Россия, это источник зла, мельдония, хакеров и военной угрозы для свободолюбивых европейских стран. Так уж получилось, что мы с американцами обитаем на одной планете. Они никуда улетать не собираются, и мы тоже никуда не спешим. Нам придется друг с другом жить на этом шарике, и для того, чтобы нам жилось хорошо, придется понять то, как наши заокеанские партнеры смотрят на окружающую реальность. А на нее они смотрят примерно таким образом. Все, что попадается им на глаза, это или источник прибыли, или источник угрозы, который желательно бить дубинкой по голове до тех пор, пока его мертвая тушка не превратится в источник прибыли. Некоторым странам, таким как Великобритания, при удачном стечении обстоятельств достается должность маленького шакала, роль которого заключается в покусывании тех, кого Вашингтон считает угрозой, с расчетом на то, что потом им достанется кусок от трупа. У нас, к сожалению, или, на мой взгляд, к счастью, опции превращения в американского шакала нет. Они нас слишком сильно не любят, мы слишком необычные и даже в самом мирном и прирученном состоянии являемся для вашингтонского истеблишмента слишком опасными. А значит, при любых обстоятельствах они предпочитают видеть нас даже не в гробу в белых тапочках, а на разделочном столе. Они нас ножом мясника уже кромсали в 90-е. Вся страна до сих пор в шрамах ходит. Потому, когда я читаю американские документы, я не хочу видеть, что Россия является для США источником доходов. Я хочу, чтобы все, что связано с Россией, было помечено красным шрифтом и знаком минус. И чем более серьезные расходы стоят за этим знаком минус, тем увереннее мы можем себя чувствовать. Желание вашингтонской администрации потратить много денег на сдерживание России – это как независимый аудит эффективности нашей внешней и оборонной политики. Если такое желание в Вашингтоне есть, значит аудит пройден. Сколько миллиардов долларов тратится на Россию конкретно из всего военного бюджета США, подсчитать невозможно. Там в бюджетных документах не указано, что конкретный авианосец строится против конкретной страны. Но зато можно посчитать специальные статьи бюджета, которые обозначают распределение денег по индивидуальным программам. И вот там есть много чего про российскую угрозу. Бюджет Пентагона на 2018 год только на реализацию инициативы по сдерживанию в Европе планируется потратить 4,6 миллиардов долларов. И я думаю, всем понятно, что в Европе предполагается сдерживать именно нас. Бороться с ближневосточным терроризмом, который тоже угрожает Европе, это, конечно же, не про американских военных. Тем более, что финансирование тех самых ближневосточных террористов, скорее всего, фигурирует как статья расходов в бюджете их коллег из ЦРУ. Так что американские военные будут сдерживать в Европе именно российскую угрозу. Причем особое внимание будет уделяться странам Прибалтийского региона. Каждый раз, когда я сталкиваюсь с тем, что американцы выделяют деньги на Прибалтику, меня начинают грызть подозрения. Вдруг американцы знают что-то про Латвию, Литву и Эстонию, чего не знаем мы. Я вот не понимаю, зачем нам захватывать Прибалтику. Я не знаю людей, которые бы считали, что нам обязательно нужно провести военный захват прибалтийских государств. И я не вижу в этом никакого политического или экономического смысла. У нас что, шпрот нет, портов нет. Но американские генералы и политики выделяют бюджет именно на защиту этих стран. Непонятно, но у больших империй могут быть свои большие причуды. Хотя, с другой стороны, с учетом неэффективности расходов в американской армии на те 100 миллионов долларов, которые предусмотрены конкретно на Прибалтику, можно там разместить, разве что пару-тройку батальонов. Мелочь, но, наверное, руководству прибалтийских стран это приятно и есть чем похвастаться перед избирателями. Если посмотреть на все антироссийские расходы в комплексе и на то, как американцы их обосновывают, то можно сделать удивительное открытие. Американские эксперты и военные открыто говорят, что цель всей этой программы заключается в том, чтобы укрепить уверенность союзников по НАТО, что в случае необходимости американцы их прикроют. У меня для европейских союзников США по НАТО есть плохая новость. Американцы кинут при первой же возможности, так же, как они кинули своих сирийских союзников под бомбу ВКС, и так же, как они слили своих союзников-курдов Эрдогану и иракской армии.
Европейцы, насмотревшись на Сирию, начинают подозревать, что военная крыша, за которую они платят США, на самом деле дырявая. И вот теперь администрации Трампа приходится заниматься психотерапией. Вытирать им сопли, менять памперсы, раздавать успокоительные и просить прекратить истерику. Не поможет. Европейцы там уже между собой какие-то пакты про оборону без США подписывают, а Юнкер и Меркель делают заявление, что безопасность Европы – это ответственность самой Европы. В переводе с дипломатического на человеческий это означает, что американцам больше не доверяют и в них больше не верят. Авторитет потерян окончательно и бесповоротно. Восстановить этот авторитет за $5 миллиардов невозможно, но Трамп попробует. НАТО постепенно разваливается, а в будущем у США появится еще не один повод нас бояться.